Всем привет, друзья-боксерчики! Мы рады снова видеть вас. И сегодня четвертый постулат, один из самых, наверное, главных постулатов, который нуждается в очень подробном разложении. Это мотивация неудач. Ничто так не мотивирует, как неудача. Ничто так не заставляет думать, переживать, как неудача. Как это происходит в боксе? Бывает так, что вы выходите, и весь ваш план в первых же секундах рушится. Не дай бог вы пропустили удар и упали на пол в нокдаун. Это, наверное, один из самых надежных выключателей всех программ, которые вы готовили на бой. После нокдауна очень тяжело собраться. И если вы не готовы, то, скорее всего, вы проиграете. Мой тренер в подготовке, в учебно-тренировочных боях, перед важными боями, где-то примерно за месяц, когда уже все прокачки заканчиваются, остаются только технические моменты, спарринговые упражнения, наработки, он использовал такой очень интересный ходильничек. После уже тренировки, полностью вымотав меня, он ставил меня с боксером свежим, примерно одинакового уровня. Понятное дело, где-то в середине второго раунда я полностью сдыхал и падал на пол бездыханный. Доходило до таких истерик, что вплоть до того, что я хотел уже бросить бокс. Потому что мнение, которое порождает неудача, оно очень серьезно, садит. Потому что нету никакой конкретики. И самое главное, нету сил, чтобы выносить проигрыши. Выносить, как это правильно сказать, через призму этих страданий. Самая важная мотивация для боксера – это нужда. Потому что нужно выработать особый, как говорят, особое мнение. То мнение, которое независимо от ваших неудач будет стимулировать самые крутые качества, которые есть в вас. И я долгое время не понимал, почему со мной такой тренер делает. И было даже обидно, потому что в моем случае это было прям наглядно. Задача моего тренера, я был очень агрессивный боксер. И, наверное, самое главное, что сделал мой тренер, научил меня терпеть. И в один прекрасный момент я подошел к тренеру и спросил, зачем он так делает. Потому что моя самооценка все ниже и ниже падает. И вместо того, чтобы нагнетать в себе с точки зрения психологии выигрыш, я наматывал проигрыш. Тренер рассказал мне очень интересную притчу, которая поставила все на свои места. Был великий царь, настолько великий, что слава его была на всю землю. И царь захотел себя увековечить картиной, вызвал художника и сказал: нарисуй меня так, чтобы я понравился себе. Художник нарисовал его на коне, с шашкой в руке, весь в медалях, счастливый. Царь посмотрел, ему не понравилось, потому что в жизни он был одноглазый, и на одну ногу он был коротконог. Второй художник нарисовал царя как есть, одноглазый и хромой. Царю тоже это не понравилось, потому что действительность иногда убивает нас из-за того, что мнение наше преобладает, и мы думаем, что мы лучше, чем мы есть. Третий художник, изучая опыт первого и второго, нарисовал царя на охоте. Короткую ногу он поставил на бревно, а глаза которого не было, он целился в ружье. Мораль этой истории заключается в особом мнении, которое мы порождаем через проигрыши. Мы в буквальном смысле рождаем
вот этот самый-самый главный секрет. Самый страшный враг – это отчаяние. И вот в отчаянии мы должны научиться собираться, потому что когда идет не по плану, идет по другому плану. И это вам должно очень хорошо быть известно. Самая надежная опора – это ваша вера. Вы должны научиться верить, несмотря ни на что, в самых критических ситуациях, в свою индивидуальность, опираясь на свое особое мнение. Падения случаются. Это всегда бывает. Вся карьера боксера, она сопряжена с очень специфической настройкой, потому что мнение, которое мы в себе вырабатываем, оно не должно зависеть от чьих-то мнений, от чьих-то взглядов. Это полная абсолютная свобода, которая порождает невероятную силу. Самый сильный учитель – это горький опыт. И горький опыт ведет воина к действию. Горький опыт заставляет вас действовать немножко по-другому. Не так, как все, не так, как обычно. Появляется что-то такое внутри человека, что невероятным образом собирает всю его волю, все его стремление. Очень много раз я видел, как мальчишки после таких падений выигрывали, просто чудесным образом. И такие вещи очень-очень дорогие и ценные. Чем отличается воин от дурака? Воин всегда действует, дурак реагирует. Поэтому в вашем случае, парни, если вы готовитесь к боям, не думайте, что будет так или будет так. Скорее всего, будет третий вариант, которого вы не ожидаете. Невозможно ко всему подготовиться. Но к основным вещам, предсказуемым вещам, вы не просто должны быть готовы. Вы должны очень хорошо ориентироваться. И в момент усталости, когда вы вроде как бы не знаете, что делать, включается вот этот вот механизм, который вы пережили через неудачи. И именно неудачи выведут вас на самую мощную дорогу, которая ведет к победе, несмотря ни на что. У меня несколько раз были нокдауны. В нокауте я ни разу не был. Но это тяжелейшее состояние, потому что реально внутри вас просто ужас, который просто стирает всю программу. В моем случае мне было легко, потому что благодаря моему тренеру и благодаря вот этой вот подготовке у меня был запасной план как раз вот на это вот действие. Да, собраться практически невозможно, но внутри вас есть вот этот вот перламутр, который вы уже выстрадали раньше. И вам уже не важно, как на вас смотрят, что про вас говорят. Вам важно другое. Сможете ли вы с собой справиться, чтобы встать и продолжить бой? Ваше мнение должно доминировать внутри вас. И ваше мнение должно быть абсолютно свободным. Чтобы вы точно понимали, что вам нужно сделать. Собраться, встать и продолжать бой. Один из интереснейших моментов после того, когда вы встаете после нокдауна, это собраться не с точки зрения мобилизации вашей воли, а с точки зрения понимания действительности, что если вы не встанете, вот это вот самоуважение к самому себе, вот это трепетное чувство, ощущение победы, самый сладкий привкус от того, что вы сделали невозможное. И несмотря ни на что, вы встали и продолжаете бой. Это очень непросто. Но если хотя бы раз это произойдет в вашей жизни, это останется с вами навсегда. Союз тренера и ученика, он очень-очень
близок должен быть, разрывов никаких не должно быть. Ваш тренер должен на 100% понимать вас, куда он вас ведет, зачем и почему он вас именно так готовит. Его мысли настолько были близки моим мыслям, что наше мнение совпадало во всем. И мой тренер находил необходимые слова или связку слов, которые заставляли подниматься и заставляли меня продолжать бой, несмотря ни на что. Но еще раз подчеркну, мой случай – это не ваш случай. Мой случай может помочь вам правильно взвесить ситуацию и выйти из нее победителем. Не всегда вам нужно выиграть, иногда нужно проиграть, чтобы понять, в чем причина и как себя надо вести, чтобы выиграть. Поэтому, парни, не ограничивайте себя мнением других, учитесь вырабатывать свое мнение. И именно это мнение будет вести вас по жизни. Парни, я желаю вам удачи в вашей подготовке. Взвешивайте, будьте точны в своих расписаниях. И мне очень хочется, чтобы вы были более удачливые, более счастливые, благодаря такому виду спорта, как бокс. Пусть вам поможет Бог. Всем добра, любви.